В середине серого ноябрьского дня Дмитрий Валентинович Карпов вышел из своего черного автомобиля и поежился от пронизывающего ветра. Несмотря на безупречное пальто из тонкой шерсти и кашемировый шарф, холод все равно пробирал до костей. Дмитрий Валентинович недовольно посмотрел на обветшалое здание перед собой. Этот старый дом, расположенный на окраине города, был одним из многих объектов недвижимости, которыми он владел в свои 45 лет. Дмитрий Валентинович достиг того, о чем мечтал с юности. Стал успешным бизнесменом, миллионером, чье имя уважали в деловых кругах. Он гордился тем, что построил свое состояние с нуля, без поддержки влиятельных родственников или удачного наследства. Обычно сбор арендной платы не входил в его обязанности. Для этого существовали управляющие и помощники. Но сегодня был особый случай. Квартира номер 12, находившаяся на 3-м этаже этого старого дома, уже 3-й месяц числилась в списке должников. Все уведомления и звонки игнорировались, и Дмитрий Валентинович решил лично разобраться с проблемным арендатором. По данным, которые он держал в памяти, в квартире проживала семья Соколовых, мать-одиночка с дочерью. Они въехали около года назад, и сначала платежи поступали исправно, но последние 3 месяца — ни копейки. Такие истории были знакомы Дмитрию Валентиновичу. Обычно они заканчивались одинаково, неловкими оправданиями, обещаниями заплатить и, в конце концов, выселением. Поднимаясь по скрипучей лестнице, Дмитрий Валентинович мысленно репетировал речь, которую собирался произнести. Она должна была быть строгой, но не грубой. Все же он считал себя цивилизованным человеком, а не каким-то бандитом из 90-х. На площадке 3-го этажа он остановился перед обшарпанной дверью с номером 12 и решительно нажал на кнопку звонка. Ответа не последовало. Он нажал еще раз, затем постучал, громко, но все еще вежливо. Наконец, из-за двери послышались легкие шаги, и замок щелкнул. Дверь открылась, и Дмитрий Валентинович с удивлением обнаружил перед собой не взрослую женщину, как ожидал, а девочку лет 10-11. Она была худенькой, с тонкими чертами лица и большими серыми глазами, которые смотрели на него с настороженным любопытством. Ее светлые волосы были небрежно собраны в хвостик, а на бледном лице выделялись веснушки. «Здравствуйте», — тихо сказала девочка, не открывая дверь. «Полностью». «Добрый день». Дмитрий Валентинович сбился с подготовленного тона. «А мама дома?» «Нет, она на работе», — ответила девочка. «Она вернется поздно вечером». «А ты одна дома?» — спросил он, внезапно почувствовав беспокойство. «Да», — кивнула девочка. «Вы насчет квартиры?» Мама говорила, что может прийти хозяин. Дмитрий Валентинович замялся. Разговаривать с ребенком о долгах было неуместно, но и уходить ни с чем не хотелось. «Да, я владелец квартиры», — наконец сказал он. «Меня зовут Дмитрий Валентинович, а тебя Соня». Она помолчала, а потом, словно решившись, добавила: «Вы хотите войти? Я могу позвонить маме на работу». Он не планировал заходить внутрь, но что-то в лице девочки, может быть, ее недетская серьезность или затаённая тревога, в глазах заставило его согласиться. Квартира оказалась маленькой, но чистой и аккуратной. В небольшой гостиной, совмещенной с кухней, стояли самые необходимые предметы мебели: диван, стол, пара стульев. Ничего лишнего, никакой роскоши,
но и незапущенности, которую он ожидал увидеть у неплательщиков. И тут его взгляд упал на письменный стол у окна. На нем стояла старая швейная машинка, а рядом лежали аккуратно сложенные куски ткани, катушки с нитками и ножницы. Рабочее место было освещено настольной лампой, единственным ярким пятном в сумрачной комнате. «Это твое», — спросил Дмитрий Валентинович, кивнув на швейную машинку. «Да». Соня подошла к столу и бережно коснулась ткани. «Я помогаю маме. Она работает в отеле, но иногда берет заказы на дом. Сейчас у нее вторая работа появилась — уборщицей, поэтому я шью сама». Дмитрий Валентинович подошел ближе и увидел почти готовое изделие — простое, но аккуратно сшитое платье для куклы. «И давно ты этим занимаешься?» — спросил он, разглядывая работу. С прошлого года в голосе девочки появились нотки гордости. «Мама научила меня. Сначала я только простые вещи делала — наволочки, салфетки. А теперь вот кукольную одежду шью, мы их в интернете продаем. А в школе ты учишься?» Задал он вопрос, разглядывая маленькие руки девочки с мозолями от иголки. «Конечно», — ответила Соня с легким удивлением. «Я в 4 классе. Шью только после уроков и в выходные». Дмитрий Валентинович внезапно почувствовал комок в горле. Эта маленькая девочка, которая должна была играть и беззаботно наслаждаться детством, проводила свободное время за работой, помогая матери зарабатывать на жизнь. «А можно я позвоню маме?» — спросила Соня, прервав его размышления. Она сказала: «Если вы придете, сразу звонить». «Да, конечно», — кивнул он. Пока девочка разговаривала по телефону, Дмитрий Валентинович осмотрелся внимательнее. На стене висели детские рисунки, яркие, полные жизни с изображением цветов, животных и сказочных героев. На полке стояли школьные учебники и несколько потрепанных книг. Все говорило о скромной, но достойной жизни. «Мама сказала, что придет, как только сможет уйти с работы», — сообщила Соня, закончив разговор. «Она просит подождать, если вы не торопитесь». Дмитрий Валентинович посмотрел на часы. Все запланированные встречи на сегодня уже закончились, а дома его никто не ждал. «Хорошо, я подожду», — согласился он и, помедлив, добавил. «А пока ты не покажешь мне, что ты умеешь делать», глаза Сони загорелись. Она с энтузиазмом начала рассказывать о своих работах, показывая уже готовые изделия и делясь планами на будущие проекты. Дмитрий Валентинович внимательно слушал, удивляясь тому, как профессионально рассуждает этот ребенок о качестве швов и подборе материалов. Когда 2 часа спустя в квартиру вошла измученная женщина с усталым лицом и виноватыми глазами, Дмитрий Валентинович уже не был настроен на строгий разговор о долгах. Вместо этого он предложил рассрочку платежа и неожиданно для самого себя работу для матери Сони в своей компании, где как раз требовался опытный швейный мастер для оформления офисов. Выходя из дома, он чувствовал себя так, словно с его плеч упал тяжелый груз. Впервые за долгое время Дмитрий Валентинович вспомнил свое детство, такое же небогатое, с матерью, работавшей на нескольких работах, чтобы прокормить семью. Тогда он поклялся себе, что станет богатым и никогда не будет знать нужды. И вот он добился своей цели, но где-то по пути потерял что-то важное. Способность видеть в людях не просто должников или арендаторов, а живых существ со своими историями и мечтами. На следующий день он поручил своему помощнику организовать ремонт в квартире номер 12, а еще через неделю Соня получила новую швейную машинку,
и профессиональный набор для шитья. Подарок от человека, который пришел взыскать долг, а вместо этого обрел что-то гораздо более ценное — напоминание о своей человечности.